Итак, друзья, мы находимся у входа в отель Ховард Джонсон, резорт Санья-Бэй. Здесь останавливаются автобусы, когда привозят постояльцев и туристов. На входе вот такие интересные статуи в китайском стиле. Консьерж. Здесь также мы садимся на такси, чтобы поехать на экскурсии за шопингом. Камера хранения. На этой стойке вы можете оставлять ваши сумки и чемоданы, пока вас заселяют. Видно, как чемоданчики стоят. Так, и вот это вход в сам отель. Там магазинчик с левой стороны. Тепловизор. Итак, при входе с правой стороны ресепшн. Здесь регистрируйтесь в свой номер, заселяетесь, получаете карточку от номера. С левой стороны тоже ресепшн, но он не работает. Это лобби отеля Ховард Джонсон. Отель разделяется на два крыла. Справа от нас это West Wing. Написано на английском. Это западное крыло. И слева от нас, вон там вдалеке, East Wing. Мы проживаем в восточном крыле на 6-м этаже. Давайте посмотрим лобби. Скамейки. Здесь туристы ожидают заселения или просто отдыхают. Отель, конечно, потрясает своей архитектурой, своими гигантскими размерами. Так, интересные золотые яички в лодочке. Прямо у нас находится пляж. Пляж расположен ровно противоположно входу в отель. То есть оттуда заходим и туда пляж. С правой стороны западное крыло, West Wing, с левой стороны восточное крыло, East Wing. Там расположены номера. Отсюда немножко видно продолжение отеля, но это я вам покажу с обратной стороны, как выглядят номера. Здесь у нас тележка с мороженым. Цены на мороженое 30 юаней. И перечисляется с кокосом, манго, клубника. 30 юаней стоит вот такое мороженое. С этой стороны у нас рядом с западным крылом пироженки. 38 юаней, 48 юаней. И тортики фруктовые 228 юаней, 168 юаней. Небольшое кафе расположено. Coconut House. Можно здесь покушать мороженка, пироженка, посидеть, отдохнуть. Пройдем. Итак, друзья, возвращаясь в лобби отеля, я сейчас покажу, как идти в основной ресторан, где у нас и завтрак. Итак, напоминаю, там у нас вход в отель. Ровно на противоположной стороне пляж и море. Мы же идем вот сюда, на лесенку. На цокольном этаже отеля расположен основной ресторан. Вот, собственно, и вход в основной ресторан справа от нас. Если у вас завтрак не включен, вот его стоимость. Обратите внимание, взрослый 180 юаней с человека, детский 120 до 140 сантиметров 78 юаней с человека. Работает ресторан с 6:30 до 10:30 завтрак. Вот здесь расписывается, когда
лучше всего приходить. Вот детская площадка, имеются горки, вот такие вот качельки, батутики и лазу. Включился детский аквапарк. Ну, это не аквапарк, это скорее просто бассейн детский. Бассейн детский, есть фонтанчики, ведро, которое опрокидывается вниз, горки. Да, вот детский бассейн наконец-то заработал. Вот мы его покажем сейчас, как он выглядит. Сейчас пройдем до игрового центра. Называется How Fun. Кстати, мы сейчас находимся, это у нас западное крыло, напоминаю. То есть это западное крыло, вот это все. Вон то восточное крыло. Детский бассейн, получается, детский игровой центр How Fun находится позади западного крыла. И еще один тоже бассейн позади западного крыла, но в наше время он почему-то не работал. А сейчас давайте дойдем до How Fun. Это вот все, бассейн продолжается, но вот он не работает. Никто в нем не купается, к сожалению. Мы и так тоже не смогли в нем за все пребывание покупаться. Итак, How Fun, детский игровой центр. Стоимость How Fun Kids Club Price List. Единоразовое посещение 68 юаней. Носочки 10 юаней за пару. Один билет позволяет одному ребенку и одному взрослому войти. 50 юаней будет уплачено за каждого дополнительного ребенка или взрослого. Если у вас двое детей и первый раз заходите, вы платите 68 юаней, за второго ребенка уже 50 юаней. Русско- или англоязычных воспитателей, к сожалению, не было, только китайцы. Друзья, давайте посмотрим, что имеется у восточного крыла отеля. То есть мы сейчас находимся, напоминаю, с обратной задней стороны отеля. Здесь у его западного крыла мы посмотрели детскую площадку, детский бассейн и один из 3 бассейнов отеля, который по состоянию на 20 ноября 2023 года не работал. Ну что ж, идем к восточному крылу. А пока немного информации про отель Howard Johnson Resort. Отель был открыт в 2008 году. Последняя реновация делалась в 2016 году. В отеле 16 этажей, 1160 номеров. От аэропорта Феникс до отеля 3,5 километра. На территории 3 бассейна, 3 ресторана. Бесплатный Wi-Fi в лобби отеля и в номерах. Имеется спортзал. Итак, друзья, мы стоим ровно по центру тыльной стороны отеля. Слева у нас западное крыло, где был детский бассейн и детская площадка. Прямо перед нами же центральный бассейн отеля. Работает. Ну а мы же посмотрим, что расположено у восточного крыла отеля. К этому центральному бассейну мы еще вернемся. За отелем очень хорошо следят. Очень много обслуживающего персонала. Вот мы и дошли наконец. Вон там наши номера на 6-м этаже. А здесь еще один бассейн у восточного крыла отеля. Ну, давай горки посмотрим, да. Здесь Значит, есть также вот такие горки, которые, по всей видимости, заброшены. да, на территории отеля есть 2 горки, но они, к сожалению, не рабочие. Бассейн этот написано 1,2 метра. Наполнен, ну, может, на сантиметров 20. Здесь у нас тоже что-то должно быть, наверное, какой-то джакузи или еще что-то. Нет, У меня это не работает. Таким образом, из 3 бассейнов отеля люди непосредственно купались только в одном, центральном. Давайте его посмотрим. Рядом с центральным бассейном расположен Towel-центр, где можно брать пляжные полотенца для бассейна и моря. Заполняете журнал на русском или английском и получаете синие полотенца
в том количестве, какое укажете в журнале. При входе в центральный бассейн есть мини-джакузи, в котором плавают удивительные рыбки гара-руфа. Эти рыбки способны оказывать лечебную процедуру пилинга, поедая омертвевшую кожу ног и рук, когда нет другого корма. Выглядит это примерно так. Мы пару раз ходили в этот мини-бассейн, но потом к нам подошла китаянка и сказала «мани». Оказывается, процедурка не бесплатная. 50 юаней за 30 минут. Итак, все купались в центральном бассейне, в принципе, единственном работающем бассейне отеля. Но его вполне хватало для всех постояльцев отеля, так как бассейн этот очень большой, а вот народу в нем было немного. Что ж, пора идти смотреть пляж, море и самую красивую зеленую часть отеля. По дороге на пляж проходим поле для гольфа справа. Слева и справа расположены огромные виллы, которые, как и номера, сдаются в этом отеле в аренду. А мы сейчас подойдем поближе к искусственному прудику с кувшинками. А вот и сами кувшинки. Возвращаемся на тропинку и идем на пляж. Проходим мостик, а внизу декоративные рыбки разной окраски и кувшинки. Таких маленьких заводей с рыбками здесь 2. Ну а мы же подошли к туннелю, который ведет на пляж и к морю. Да, друзья, чтобы попасть на пляж, надо пройти по подземному туннелю. И хоть отель Ховард Джонсон считается отелем с первой береговой линии, но в бухте Санья все отели расположены через дорогу от пляжа. Но в этом нет абсолютно никакой сложности, так как туннель небольшой и удобный. Бухта Санья – одна из 6 бухт острова Хайнань. В отличие от бухты Дадунхай, менее людная. Вход в воду пологий, песчаный. Температура воды в ноябре около 25 градусов. На пляже у отеля Ховард Джонсон лежаков нет. Пляжи в Санье все общественные, то есть могут купаться и туристы, и местное население. Но китайцы, как правило, не купаются вообще или редко. В основном они делают фотосессии у моря. Пойдемте пройдемся по водичке. Ой, сколько тут ракушек прям. Подожди. Давай идем. Это непередаваемые ощущения. Такой кайф, такая теплая вода. Просто потрясающая, как парное молоко. Друзья мои, я также хотела бы заметить, что когда мы собирались на Хайнань, я посмотрела несколько тоже обзоров, где было сказано о ходячих по пляжу торговцах жемчугом и прочими цацками, скажем так. Ну, по состоянию на ноябрь 2023 года мы ни одну такую торговку не встретили. Хотя мне хотелось ее заснять, посмотреть, даже спросить стоимость предлагаемых изделий и их качество. Но ни одной торговки я не встретила ни на пляже Санья-Бэй, ни в Дадунхай. Не знаю, может быть, кому-то удавалось. Делитесь об этом в комментариях. И почем они вам пытались продать украшения. Вот, только что к нам подошла торговец манго. Вот, и все. Итак, Санья-Бэй по состоянию на 22 ноября. Сейчас прошел небольшой дождик кратковременный, но теплый. И хочу сказать, что в принципе народу нормально. Ну, обычно китайцы не купаются, ходят, фотографируются. Сзади нас китайская свадьба.
фотографируется на фоне залива Санья-Бэй. Сейчас у нас 7 часов утра. Санья-Бэй просыпается. Китайцы уже вовсю делают физкульт-упражнения. Вот такая красотища. Рядом с бич-туннел, то есть с туннелем, который ведет на пляж, если мы немножко дальше пройдем, то здесь выход за пределы территории пансионата, и идет уже дорога. Остановки с одной, с другой стороны. Автобусная дорога. Мы вышли из подземного туннеля и, как и обещала, подойдем поближе к уточкам. Здесь, кстати, есть ополаскиватель для ног. А вот и уточки. Вот уточки. И хорошие уточки. Хорошие уточки. И уточки, и рыбки. Сейчас помоем ножки. Итак, ножки мы помыли. Идем по левой стороне. Так, вот он. Второй прудик. И вы только посмотрите, сколько их тут. И каких только нет. С той стороны мы смотрели прудик с кувшинками. И идем по противоположной стороне. Я хочу сейчас показать просто какое-то райское дерево, на котором белые цветочки растут. Там были красные, здесь белые. И цветочки эти очень похожи на орхидею, получается. И запах от них, аромат просто космический, как духи. Кокосы висят на пальме. А вот оно, да. По всей видимости, это одного вида дерева. Одно было красное, другое белое. Вот оно, посмотрите, какая красота. А вот оно, дерево с этими цветочками. Друзья, если вы знаете, что это за растение, пишите в комментариях. Вернулись бассейном, проходили с той стороны. Сейчас идем с этой стороны, с левой. Так, здесь уборная, ресторан. Это ресторан, в котором мы завтракаем. Друзья, в отдельном видео я обязательно покажу, как выглядит завтрак в отеле Ховард Джонсон. Ищите его на моем канале в разделе «Китай». Так, это у нас восточное крыло. Синенькие столики – это отельные гиды. Давайте пройдемся в восточное крыло, потому что мы как раз и здесь проживаем. И я покажу, что здесь есть. Магазинчик с одеждой. Это кабинки для пения. 2 микрофона. Ресторан корейской кухни. Здесь скамеечки, пепельницы для курящих. Можно сидеть, курить. Номера восточного крыла виднеются. Аппараты с китайской лапшой и напитками. Лифты. Дальше пошли. Заходим в лифт.
Шестой этаж нажми, пожалуйста. Угу. Выходим с лифта. Так, поворачиваем, куда идти? А вот сюда, налево. Вид открывается с этих балкончиков. Симпатичный. Поворачиваем. Тут еще одни лифты. Два лифта с левой стороны. Это уже дорога к нашему номеру. И вон там наши сьюты. Они вот такими окошками отличаются. 0633. Все, это наш номер сьют. Подробный обзор номера сьют в отеле Ходжоси уже доступен на моем канале. Друзья, мы отдыхаем на Хайнане неделю с 15 по 23 ноября. И я хочу сказать, что погода просто шикарная. Просто замечательная погода. Температура воздуха днем 30 градусов. Температура воды 26-28 градусов. В Санье сегодня пасмурная погода, идет дождь. Кратковременно. Ну, я надеюсь. Дочь наша все равно купается в бассейне. Надеюсь, видно. Такси возле отеля, которые доставляют нас в нужные дислокации. Улица рядом с нашим отелем. Вот так выглядят улицы Саньи. Итак, друзья, на этом наш обзор отеля Ховард Джонсон подошел к концу. На моем канале вы найдете свежие видео 2023 года про город Санья на острове Хайнань, бухту Дадунхай, остров обезьян, центр буддизма Наньшань и многое другое. Не забудьте подписаться на мой канал. До встречи в Китае!